Привет, друзья! Если вы живете в Полтаве или хоть раз там были, вы точно заходили в ту самую известную пекарню в центре города Каравай. А если нет, я уверена, что вы слышали про их легендарные рогаликов с яблочным джемом. Сегодня мы их приготовим дома, мягкие, воздушные, тающие во рту, но с маленьким твистом. Я их приготовлю двухцветные, чтобы было не только вкусно, но и красиво. Кстати, у меня на канале появилась кнопка спонсорства, поэтому если вы хотите поддержать меня и наш канал, подписывайтесь. Ну все новости закончились, как всегда следите за руками, а мы поехали готовить вкусняшки. Начнем с теста, который будет цветное. Для него я подготовила вот такие краски, они пищевые и водорастворимые. Теперь мы выбираем тот цвет, который нам нравится самый больше. Зеленый, синий, оранжевый или красный. Но я люблю синий и зеленый, поэтому давайте зеленый. Первое, что нам нужно, это краска отправить в мисочку. Это пол пакетика. Все это мы в раковину. Не дай бог, что-то тут произойдет. Добавляем к ней молоко. Оно должно быть подогретое. Ох, какое оно зеленое получилось. Сюда мы отправляем дрожжи. Я взяла живые дрожжи 12 грамм. Если вы будете использовать сухими, тогда берите в 2,5-3 раза меньше. Теперь мы с помощью ложки этого все вот так размешиваем. Пока что с ложкой работаем, чтобы мы не превратились в Шрека. Если кто-то не знает, кто такой Шрек, это такой мультяшный герой, который был зелененький. Вот так размешиваем. Добавляем сахар, чтобы мы активировали наши дрожжи. Все, сахар со дрожжами уже растворились. И добавляем одно яйцо. У меня оно комнатной температуры. Для аромата мы добавляем ванильку в нашу гремучую смесь. Так, берем чуть-чуть. Если у вас нет эссенции, то можете добавить просто ванильный сахар. Размешали. И нам нужно просеять муку. Я брала муку, которая имеет 13% протеина. Обязательно просеиваем, чтобы наше тесто было воздушное. Начинаем сначала с ложечкой, а потом подключатся наши маленькие ручки. Мы делаем сдобное тесто. Ой, цвет будет просто шикарный. Вот посмотрите, какой он. Ух, классно. Сколько могли, мы уже перемешали так с помощью ложки, поэтому я сейчас убираю ее и начинаю подключаться со своими руками. Постепенно я буду добавлять сливочное масло. У меня оно комнатной температуры, видите, как оно просто под давлением пальчиков расходится. Добавляем по чуть-чуть. С маслом не нужно спешить, как и, собственно, с тестом. Наше тесто готово. Посмотрите, насколько оно красивое, такой яркий цвет. И заметьте, я не превратилась в Шрека. Оно очень мягкое, видите, оно под давлением моим пальцем уже придавливается. И теперь нам нужно его оставить на расстойку, чтобы оно так увеличилось. Главное, мы его покрываем с помощью пакетика, шапочки, неважно с чем. Главное, чтобы не было прикосновения с воздухом и чтобы оно не засохло. Теперь нам нужно сделать по таким же методам такое же тесто, только без красителя и в 2 раза больше. Просто можете умножить те ингредиенты, которые я использовала для этого теста, на 2. Кроме яйца, мы будем брать одно яйцо. Все, покажу через пару минут. Наше второе тесто уже готово. Оно, смотрите, тоже очень мягкое и поддается под давлением моим пальцем. Теперь мы тоже поступаем так же, как и в первом виде. Мы его оставляем в мисочку, накрываем с пакетиком, и я их буду оставлять в духовке на включенную лампочку, так чтобы процесс чуть быстрее был. И где-то минут через 40 наше тесто будет вот такое, и мы продолжим делать наши двухцветные рогалики. Наконец-то наше тесто готово. Спустя 40 минут вы получите вот такая красота. Правда же красота, да? Все, это мы теперь убираем в сторону. У меня ручки, боже, ну посмотрите на этот цвет, какой же классный, ай, класс. Теперь ручки у меня чуть-чуть смазаны масличком,
И нам нужно это тесто отправить на столе. Потихонечку. О, боже, ребята, посмотрите, как оно поднялось, какое оно воздушное. Просто классно. Классно, классно, классно. Так, теперь мы просто вот так чуть-чуть, потихонечку, вот так его нажимаем и придаем ему круглую форму. Сверху нам нужно отправить вот это зеленое тесто, которое мне так нравится. Отправляем. Опа. Боже, оно так аж вот выпрыгнуло. И мы делаем такой же по размеру круг. Вот так растягиваем. Теперь это мы все убираем вместе с этим. Берем скалочку и вот так начинаем придавать ему более круглую форму, потому что нам же нужно более круглое, чтобы сделать и закрутить нормальные рогалики. Вот так. Не сильно прижимаем. Нам не нужно тонкое тесто, нам нужно где-то, полсантиметра, максимум 0,7. Вот какой кружочек у нас получился, и посмотрите, он реально очень большой, то есть где-то, даже я не знаю сколько сантиметров, но он большой. Теперь нам нужно нарезать как для пиццы. Мы его нарезаем на столько частей, насколько вы хотите получить своих рогаликов. То есть я вот так, если у меня вот этот центр, и вот так начинаем. Хоп. Я всегда разделяю вот так. Сначала на четверти, а потом уже я разделяю еще пополам. Я хочу, чтобы мои рогалики были большими, классными. Ну, давайте, мы сейчас разделим на две части, а вот этой части и вот этой мы разделим на 3. Тут на 2, а тут на 3. Хоп. Хоп. Это все на глаз. Классно, просто посмотрите. Теперь я хочу вам показать, что у нас происходит. Видите, какой у нас более толстый слой белого и какой тоненький слой зеленого. При накрутке рогаликов получится очень-очень красиво. Теперь у меня есть вот такой яблочный джем. Я его покупала в магазине, и я же говорила, если вы из Полтавы или Полтавской области, у нас есть такая сеть магазинов, называется Маркетопт. Там продается вот этот яблочный джем, и мне, если честно, он очень-очень сильно нравится. Так, теперь берем этот джем, и, кстати, он стоит вообще недорого. Вот так мы его ложим на краечки. Положили. Теперь я с помощью ножа делаю тут один вот такой разрезик. И вот эти края вот так прижимаю чуть-чуть по сторонам. И начинаю вот этого все закручивать. Вот эти края вот здесь я вот так чпунг. И вот тут чпунг. Все. Наше рогалище готово. Допустим, что мы хотим сделать зеленый рогалик. Мы приворачиваем наше тесто. Вот оно. Добавляем наш джем. Вот тут в серединку. Ну как в серединку? В серединку края, скажем так. Хоп-хоп-хоп-хоп. Разрезик маленький. Берем вот так. Приворачиваем. И начинаем скручивать наш рогалик. И вот, собственно, какой у нас малыш получился. Зелененький-зелененький. Все, поступаем, как вы хотите, зеленый или белый с зеленым. И все мажем и делаем наши рогалики. А после этого я вам покажу, что надо дальше делать. Наши мега крутые рогалики уже готовы. Посмотрите просто на вот этот большой, он реально огромный. И смотрите,
Мы их не будем покрывать и смазывать ничем. Никакое яйцо, никакое молоко и все прочее. Мы их будем обволакивать в сахаре. Как это сделать? Берем наш baby рогалик. И вот так верхняя часть, вот так просто в сахаре. Вот так хорошо. И поднимаем. Вот какой у нас он получается. Видите, верхний слой, сколько сахара полипло, столько и полипло. Все, мы больше не играемся. И оставляем дальше на противне. Поняли? Берем наш рогалик. Вот, берем в сахаре. Вот так хорошо, чтобы везде, сколько могло больше прилипнуть. Поднимаем. И вот, наш сахарный рогалик уже готов. Отправляем на противень. Делаем то же самое со всеми наших рогаликов. Потом мы накрываем их с полотенцами или с какой-то пленки. И оставляем на минут 15-20, чтобы они чуть-чуть просто, знаете, стали более сильными, более пушистыми. И после этого мы их отправляем в духовке, предварительно разогретую на 180 градусов. И оставляем где-то, наверное, на минут 20-25. Все зависит от вашей духовки. И отдельно я поставила такой противень с водичкой, чтобы в духовке была влажная среда. Тогда они еще более пушистыми будут. Ну все, давайте делать! Наши рогалики готовы, но часть от них, потому что часть еще выпекается. Посмотрите, насколько они классные. Честно, я просто в шоке, какие они огромные. Особенно, вот посмотрите, он мега большой, мега крутой, мега зеленый. Ну все, давайте мы их сейчас будем пробовать. Я хочу вам показать, они мягкие. Они очень мягкие, вот здесь особенно, они очень-очень мягкие. Здесь сверху чуть-чуть такая корочка создалась, более хрустящая. Сейчас мы их, раскрываем джем. Посмотрите, как они классно получились внутри. Все, пробуем. Очень горячо. Ребята, очень вкусно. Они очень нежные, воздушные. Реально тает во рту. Яблочный джем имеет такая кислинка. Очень-очень вкусно. Поэтому, если вы любите рогалики, и вы не были в Полтаве, и никогда их не пробовали, те, которые продаются в каравае, то обязательно сделайте. Вы увидите, такая полтавская легенда. Если вам понравилось сегодняшнее видео, обязательно ставьте лайки, сделайте подписку на спонсорство и до новых вкусных встреч. Пока!